В прошлый раз я рисовала покемонов в реальной жизни, и они были правдоподобными, но главным вопросом остается: а оно нам вообще надо? Они смогут выжить вообще? Это безопасно? Вот сейчас и проверим. Я выбрала покемонов, которых нарисую так, как бы они выглядели в реальной жизни. И мы вместе с вами их разберем и решим их участь. Кто достоин, а кто... Что это за покемон? Благодаря вашим комментариям, первым на очереди у нас Кафагриус. Я нашла идеальную картинку саркофага, которая стала базой для работы, а дальше уже лепила форму сама. Из покедекса и здравого смысла известно, что Кафагриус – покемон-призрак. Это необычный покемон в виде древнеегипетского саркофага. Внимательные уже давно приметили у него на лбу некую маску, которую носит Ямаск, его предыдущая форма, что описывает этого покемона в лучшей степени. Маска запечатлевает лицо, которое было у этого покемона в человеческой жизни. Сам покемон возник из души человека, похороненного в древней гробнице. Иногда Ямаск смотрит на свою маску и тихо плачет, ведь он все еще помнит те времена, когда был человеком. То есть Кафагриус тоже когда-то был человеком, но, в отличие от Ямаска, забыл свои воспоминания о том времени, когда был жив. Его настоящее лицо скрыто частями, которые открываются, когда он активен. Говорят, что его гроб сделан из чистого золота, а это значит, что вы, хулиганы, уже хотите сдать его в ломбард, но у вас это не получится. Ведь его место обитания – это развалины и гробницы. Он притворяется безжизненным саркофагом, а потом внезапно нападает на расхитителей гробниц, поглощая их внутри своего тела и превращая в мумий. Я считаю, он обязан существовать в реальной жизни, ибо их не так много, плохих людишек станет меньше, а я поверю в Бога. Опять нет информации? Ничего не понимаю. Какие-то они странные. Вы что, хотите пошутить? Генгар. Это ядовитый призрак-приколист, которого все очень любят и знают. Его дизайн и характер сразу же совпадают в сердечке. Это предпоследняя эволюция. До этого он был просто неким темным духом. А тут в процессе эволюции у него появились руки и ноги, а также заостренные уши и мех. Кстати, знатоки покемонов, опровергните или подтвердите мое воспоминание. Вполне возможно, что оно ложное. Правда ли, что покемоны-призраки – это умершие покемоны, над которыми издевались их предыдущие владельцы? Я искренне не помню, откуда у меня эта информация, но не будем о плохом. Генгар же любимчик аудитории. А почему? Дело в том, что он у нас озорник-пранкер. Он любит розыгрыши. Генгару нравится, когда его пугаются. Но делает он это не со зла, просто любит повеселиться и поиграть. Если поругать его, то ему даже станет стыдно. Да и самого Генгара тоже можно напугать. Генгары любят темные места, где они могут спрятаться. Он может поглотить любое окружающее тепло, оставляя внезапный холод. Поэтому, если вы внезапно почувствовали мурашки по коже и вам резко стало холодно, возможно, где-то рядом прячется Генгар. Говорят, что если Генгар где-то скрывается, он охлаждает эту область почти на 10 градусов. Будьте осторожны, ведь есть покемоны и более коварные, что любят вселяться в тень другого существа и накладывать проклятия. В принципе, парнишка опасен, но
как и все мы. Можно пугать детишек, чтобы они не гуляли допоздна. Да и на самом деле все мы в душе хотим такого крутого парня, как Генгар на улицах своего города. Ставлю 10 из 10. Обязан быть в реальности. Если не отойдешь от этого Виктрибелла, лишишься своей головы. Хватит! Не делай этого! Виктрибелл – это ядовитое растение, которое основано на моем любимом растении-хищнике Непентасе. Его я и беру за основу. Почему же я обожаю Непентасы? Они бывают любого размера, от самых маленьких домашних растений до огромнейших диких размером с человека. В отличие от венериной мухоловки, которой нужны живые насекомые, которые вы будете ловить сами, Непентасы можно кормить молоком или фаршем. В разумных количествах, конечно. Они имеют легкий слабый аромат, который притягивает насекомых, лягушек и даже грызунов. Внутри у них водичка. Допустим, птичка унюхала запах Непентаса. Села на ободок, пытается попить, подскальзывается, падает и оказывается в ловушке, где начинает в этом соке перевариваться. Но мы говорим про покемонов. Я говорю в нос. Но мы говорим про покемонов. Виктрибеллу доступна не только прелести фотосинтеза, но и способность поедать насекомых и других животных, что в разы повышает шансы на выживание и успешное размножение даже в трудных условиях. Как и у Непентаса, но способ охотиться у него другой. Виктрибелл приманивает жертв, шевеля своей лианой, имитируя животное и заставляя жертву думать, что это добыча, которую нужно поймать. Виктрибелл приманивает крупную добычу сладким ароматом, а затем проглатывает целиком. За сутки жертва переваривается вместе с костями. Попав в тело этого покемона, даже самый твердый предмет превращается в ничто. Я считаю, что Виктрибелла уже часть реальности, и меня это устраивает. Если вы дадите мне больше, я согласна. Кажется, какой-то покемон. Это Споинг. Что-то в нем не так. Споинг – это покемон-подскок. Споинг скачет на своем хвосте. Жемчужина на его голове усиливает его психогенетические способности. Когда Споинг теряет жемчужину, он сильно утомляется. Мы должны помочь ему отыскать его жемчужину. И вот мы пришли к кринж-картинкам. Эти покемоны не должны существовать, ибо их тело несовместимо с жизнью. Мой топ-хрень – это покемон Споинг. Безумно милый, по образу в аниме, но в реальности его легко бы превратили в шашлычок. У Споинга нет задних ног. Он двигается за счет подпрыгивания на своем хвосте, который выглядит как пружина. Поэтому я просто взяла картинку пружинки. Подпрыгивание имеет жизненно важную функцию для Споингов, ведь оно поддерживает биение его сердца. Даже когда он спит, он продолжает подпрыгивать. То есть в реальной жизни плохим людям было бы достаточно просто взять его на руки, чтобы... Он носит на макушке жемчужину, произведенную Кламперлом, которая усиливает его психические способности. Споинг ослабнет без жемчужины и всегда ищет более крупные. В аниме было показано, что он легко принимает другие круглые предметы за свою жемчужину. То есть он еще и глупыш? Но он такой милый в аниме и очень добрый. Но в реальности я его не допущу. В реальной жизни он и выглядит уже более... Болезненная свинья на пружинке, которую даже жалко съесть, остается в мечтах анимешников. На последнем месте просто какой-то прикол. Покемон Шишка, но в покедексе это насекомое. Но он буквально выглядит как шишка. Его зовут Пайнеко.
Pine. Это, по-моему, шишка по-английски. И я его нарисовала только потому, что это невероятно легко сделать. Я даже не старалась, ибо это кринж, бесполезная штука. Как думаете, она нужна в нашем мире? Напишите в комментариях, ибо я в конфьюзе. И спасибочки за артики. Вот.